Нефть. Сибирь. Это прям пахнет приключением. Ты меня подслушиваешь. Пельмени. Серьезно? Я нашел русский магазин. Такой счастливый. Не знаю, как сказать по-русски. Assignment. А как по-русски-то сказать? Всем привет! С вами Аня и канал WorkTalk. Получаю от вас очень много вопросов в Инстаграме. Я решила выписать самые популярные из них. И поскольку у меня сегодня отпуск, первый день, появилось время, давайте поболтаем. Поехали! Полгода назад примерно я резко поменяла свою жизнь за месяц, вышла замуж, переехала в Нидерланды и перешла работать в офис. Итак, чем же я занимаюсь? Если объяснить просто, как вот для моей бабушки, например, вы представляете процедуру ФГС, гастроскопии желудка, когда трубка опускается в человека и смотрит там камерой стеночки. Вот примерно то же самое я делаю, только опуская приборы геофизические в нефтегазовую скважину, для того, чтобы понять, на какой глубине у нас находится нефть, где газ, где вода. Скважины для общего представления бывают до 12 километров глубиной. Бывают как вертикальные, так наклононаправленные, либо горизонтальные. И вот в эти скважины мы опускаем геофизические приборы, которые бывают до 50 метров в длину. Примерно тонну они весят, состоят из разных блоков в зависимости от сервиса, в зависимости от цели, которую заказчик наш преследует. Газпром, Лукойл, Shell, ExxonMobil, я думаю, вы все о них слышали. Что у него там в этой скважине, в какой глубине, на какую прибыль можно рассчитывать, какой там по размеру коллектор, есть ли там вообще эта нефть. Вот, на эти вопросы мы помогаем ответить заказчику. Меня многие тоже спрашивают, почему нефтянка? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно переместиться еще в школьные годы. На самом деле смешная история. У меня, как сейчас помню, родители поехали с друзьями на дачу, и я подслушала там разговор. Папа с другом обсуждали мое там дальнейшее поступление, развитие, и друг ему говорит: а что ты думаешь, надо ее в нефтянку, в Ханты-Мансийск, потом ее отправим, и будет искать нефть. На самом деле обсуждалось все это так под шофе, и папа просто посмеялся. Я подумала: Нефть. Сибирь. все вообще, надо точно попробовать. То есть для меня это звучало как какой-то вызов. На следующий день с родителями поговорила, а почему бы не попробовать поступить в нефтяной университет. Губкинский был одним из лучших. Получила диплом магистра. И на одной из ярмарок вакансий заметила компанию Шлюмберже. Заметила, потому что у них на раздаточном материале были нарисованы девушки в касках. Я вспомнила свою практику на нефтяном заводе, когда я увидела женщин только в роли уборщиц либо секретарей. И я подумала, вот, наконец-то компания, которая предлагает для женщин какие-то технические специальности и развитие внутри компании. Я решила, что эта компания для меня, и компания тоже меня выбрала. Наконец-то. Добро пожаловать. Проходи, садись. Я в поиске своего предназначения. Это и привело тебя ко мне. Понимаешь, о чем я говорю? А Шлюмберже? Ты хочешь узнать, что это? Примешь синюю таблетку, и сказке конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку, войдешь в страну чудес. И вот до сих пор мы не расстаемся. Я пришла в компанию Шлюмберже на позицию полевой инженер-трейни. Через месяц меня отправили в Абу-Даби, где 3 месяца я училась геофизике. То есть, по сути, получила второе образование, еще и на английском языке. После такого тренинга в Абу-Даби я отправилась в Сибирь, потом работала в Арктике, в Канаде, в провинции Альберта и Британская Колумбия.
И затем отправилась в Каспийское море, где я работала на платформах. Студентка, комсомолка, спортсменка. Наконец, она просто красавица. Вы спрашиваете, самое яркое полевое приключение. Из поля просто сотни, тысячи, миллионы рассказов, потому что каждая работа, а работа там примерно каждые 3-4 дня, это своего рода приключение. Когда ты добрался до скважины, ты уже как будто преодолел что-то, ты уже горд собой, потому что иногда приходилось на болотоходах добираться или на вертолетах с несколькими пересадками лететь через тундру, через тайгу, через Арктику. Наверное, одним из таких самых ярких воспоминаний у меня остался курс по выплыванию из затонувшего вертолета. Я, кстати, об этом рассказывала и обсуждала это с девчонками в прошлом видео, по-моему. Вас одевают в костюм и сажают внутрь вертолета, который будет погружаться под воду и переворачиваться на 180 градусов. При этом вы там находитесь внутри кабинки пристегнуты, и вам нужно резко в команде инструктора выбить локтем стекло, отстегнуть ремень и вот через это окно выбраться на поверхность. При этом у вас просто задержанное дыхание, то есть вот насколько у вас дыхалки хватит, вот столько у вас времени есть, чтобы выбраться из вертолета. Это был такой стресс, но мне понравилось. Это такой стрессовый кайф, потому что ты сделал это, и вот такое ощущение, что ты победил, преодолел какие-то страхи внутри себя, потому что я вообще не могла воду воспринимать. Мне всегда нужно было вот так вот задерживать дыхание, то есть закрывать нос. А там тебе нужны руки, ты не можешь просто вот так вот закрыть нос. То есть ты задерживаешь дыхание, и дальше, когда переворачиваешься, вода поступает везде. Нос, уши. Такое ощущение, что она тебя начинает давить на мозг, и у тебя уже путаются мысли, но тебе при этом нужно четко считать и чуть ли не на раз, два, три. Раз, отстегнул, 3, вылез. Вот это вот просто классная вещь. Вообще прям вот всем советую. Чему научила тебя полевая жизнь? И что ты заберешь с собой в офис? На самом деле классный вопрос. Я очень благодарна за те вахты, за те сложности, через которые мне пришлось пройти, потому что я очень многое поняла. Например, что одному, особенно одной девчонке в нефтянке, просто не сдвинуть ничего с места. Без команды я бы несколько раз замерзла в КамАЗе где-нибудь там посередине Арктики в минус 50. Меня бы, возможно, покусали медведи где-нибудь в Восточной Сибири в лесу. Я бы, возможно, голодала посередине тайги. Да и вообще, я бы не сделала ни одну геофизическую работу, если бы я не взаимодействовала с командой. И еще, пожалуй, вахта научила меня ценить простые вещи, такие как просто чашка свежесваренного кофе по утрам, которой никогда не было в вагончиках в Сибири. Любимые люди вокруг. Ты все это начинаешь ценить только когда ты понимаешь, что ты за 1000 километров от дома, и перед тобой еще впереди 1,5 месяца вахты. Поэтому эти ощущения, они обостряются на севере, на вахте, и ты уже никогда не будешь прежним, пройдя через все это. Как я оказалась в Нидерландах и чем я здесь занимаюсь? Как я вам рассказывала, у нас в компании есть лидерская программа, по которой я как раз и прошла. Обычно она длится 3-4, но для меня это было 4,5 года. То есть сначала ты набираешься опыта в полях. На самом деле я бы осталась там и подольше, но как логичное продолжение карьерного развития — это переход в офис. Вот для меня этот офис оказался в портовом городе Эймёйден, недалеко от Амстердама, в Нидерландах. Позиция называется «Руководитель по подготовке геофизического оборудования». Как вы знаете, у себя в аккаунте Instagram я рассказываю про свою жизнь нефтяника, делюсь с вами эмоциями, событиями, приключениями из моей жизни. И также рассказываю про страну Нидерланды с такими необычными
и интересными людьми. Вы меня очень много спрашиваете про трудоустройство и практику в компании. Собеседование, неважно, это практика или трудоустройство, состоит из 2 основных этапов. Первый этап — это удаленный, то есть онлайн можно пройти, а второй уже физически приехать в один из ассессмент-центров в Шлюмберже. На первом вам нужно будет заполнить анкету, приложить свое резюме, пройти тест и пообщаться с рекрутером по видеоколу. Тест на такие основные базовые знания математики, логики, механики, возможно. То есть там не нужно читать каких-то дополнительных книг по кривлению, как некоторые меня спрашивали, или изучать, что такое индукционный акустический коротаж. Там вам это не пригодится. В целом оценивают просто ваши логические навыки, ваши базовые технические знания школьного уровня. И то, насколько здраво вы мыслите. К этому особо не подготовишься, честно говоря. И затем разговор с рекрутером о себе. Здесь какие-то советы, если давать, то просто хочется сказать: будьте максимально натуральны, будьте максимально собой, такой, какой вы есть. Потому что в дальнейшем, если вы сначала будете что-то корчить из себя на ассессмент-центре, рекрутеры, а это профессионалы своего дела, проведут с вами целый день. Поэтому все, как говорится, вылезет на поверхность. Не тратьте свое время и время рекрутеров. Будьте собой. Второй этап. Вас пригласили на ассессмент-центр. Будьте готовы, что это будет целый день. Это такой, как говорится, win-win, потому что и вы поймете гораздо больше о том, что Шлюмберже из себя представляет, и рекрутеры о вас сложат такое уже более детальное впечатление. Значит, когда вы только придете, с утра вам покажут презентацию о компании Шлюмберже, расскажут, какие есть у нас департаменты, сегменты, чем они занимаются, какие есть плюсы-минусы. Вы для себя обязательно пометите. Там, здесь вахта месяц на месяц, здесь там 6 на 3. Из этого сегмента чаще всего через 4,5 года в офис. Из этого сегмента можно через 2 прыгнуть в офис. У каждого свои приоритеты, поэтому об этих всех моментах вам обязательно расскажет рекрутер. А затем уже начнутся индивидуальные и групповые бизнес-задачи, бизнес-кейсы. Это может быть все что угодно, опять же, непредсказуемо. К этому опять же не подготовишься. Зачем наблюдают рекрутеры? Они смотрят на ваши soft skills, так называемые. То есть, насколько вы быстро адаптируетесь, насколько вы быстро реагируете на изменившиеся условия, насколько вы обладаете лидерскими качествами, командный ли вы игрок, насколько вы коммуникабельные, какие вообще коммуникативные качества у вас развиты. У меня, видимо, никаких. Что ж так туго-то все, а? И самое главное, забыла сказать, что весь день все будет на английском языке, поэтому английский нужен однозначно, особенно если вы идете на инженерскую позицию, upper intermediate и выше. Intermediate, конечно, можно попробовать, но нужно прям вот срочно подтягивать, если нет. Даже если у вас не очень хороший английский язык, но вы подходите по всем остальным критериям Шлюмберже, вам могут дать от 3 до 12 месяцев для того, чтобы потянуть английский. И после этого вы снова там созваниваетесь с рекрутером, говорите: все, я уже speak English, все дела, и вас берут в компанию. Классно же. Как ты решилась на свой канал? Тяжело мне это далось, потому что я понимала, что на это нужно огромное количество времени, еще и с тем перфекционизмом, который меня мучает всю мою жизнь. То есть я не могу как-то легко относиться к этому. Я отношусь к этому как к проекту, как к моей чуть ли не второй работе, поэтому очень много времени уходит на это. И я понимала, что поскольку у меня есть основная работа, и еще какое-то время я должна уделять там моему мужу, то каналом я буду заниматься просто только в выходные и глубоко вечером или по ночам. Но я считаю, это стоит того, потому что видео — это лучший способ для меня передать эмоции и быть ближе к русским людям, по которым я очень скучаю. Я, конечно, понимаю, что много вопросов остались неотвеченными. Я постараюсь ответить всем в директ.
Но если у вас все равно остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Быть может, я сниму вторую часть такого видео, если вам понравится. Всем спасибо. С вами была Аня и канал WorkTalk. Не забывайте подписываться и ставьте. Сами знаете что. Пока, дорогие!